Салют! Только что закончился поединок Александра Усика и Рико Верхувена в Египте на территории комплекса «Пирамида» в Гизе. Усик защищал пояс WBC в бою с титулованным кикбоксером. Что из этого вышло, увидел ли мир апсет или Усик пополнил счетчик своих побед, узнаете прямо сейчас. Меня зовут Влад Калугин, вы на канале Дикий Бой. Поехали! На ближайших выходных пройдет UFC в Макао, Ядонг против Фигередо, Павлович против Тейшейры. Прямую трансляцию видео нокаутов по классике можно найти в нашем телеграм-канале Калугин ММА, и прямо сейчас там в закрепленном посте проходит розыгрыш 7000 фрибетов. Условия максимально простые, залетайте, участвуйте и подкрепляйте интерес к UFC в Макао, ничем не рискуя. А если вдруг вы еще не зарегистрированы у моих партнеров, то и вовсе сказка. Гарантированно новые пользователи получают до 10 тысяч фрибетов, QR-код на экране, конкурс в описании, а мы начинаем. Александр Усик уже вписал свое имя в историю бокса большими буквами, и вряд ли что-то может вычеркнуть его имя из списка величайших боксеров. В июле прошлого года он защитил 5 своих титулов и добавил еще один. Даниэль Дюбуа был нокаутирован в 5-м раунде. Но в этот раз он бьется скорее не против боксера, а в первую очередь кикбоксера. 66 побед и 10 поражений в кикбоксинге. В прошлом бою сумел одолеть Артема Вахитова. И вот промоутер решил организовать встречу звезды бокса и кикбоксинга. При этом у Рико есть один боксерский поединок, правда, был он в далеком 2014 году, тогда он выиграл нокаутом во 2-м раунде. Рико моложе на пару лет Усика, но даже это не помогло ему избежать гигантского коэффициента на его победу, давали ровно 10. Увидел ли мир апсет или наоборот D-класс от Усика? Давайте смотреть. Первые 3 раунда Усик работал спокойно, не вкладывался, практически не атаковал, заряжал апперкоты, когда Рико опускал голову. Но это малая часть по сравнению с проделанной работой от Верхувена. Тот поджимал его канатом, навязывал бой на ближней дистанции, несколько раз сумел донести плотные попадания, а главное, переигрывал Усика по объему работы. Но в 4-м раунде это изменилось. На 2 минуты Усик добавил, стало видно, что он наконец-то стал вкладываться в удары, но даже тут Рико сумел собраться, пережить включение Усика и в концовке 4-го раунда достойно ему ответить. 5-й и 6-й раунды Рико продолжает пытаться навязывать работу на ближней дистанции. Усик все так же хочет подловить его апперкотом. Но из дистанции Рико особо не уступает. Усик будто бы недооценил его. Потому что с дистанции, да, у Рико не было преимущества, но четких попаданий у него точно не меньше, чем у Александра. 7-й раунд. Верхувен перестроился на работу как раз таки на средней и дальней дистанции. Отлично попадал одиночными. Как только Усик начинал его прессинговать, то тут же Рико включал работу ног и не стоял на месте, не позволял его загнать под удар. Отличная подготовка от Рико и пока далеко не лучший бокс от Усика. 8-й раунд. Рико доносит чистой прямой в голову, а несколько секунд спустя добавляет еще и плотный боковой. Отработал серию ударов по корпусу на ближней дистанции. Удивительный поединок, Александр явно ожидал меньшего от Рико, нежели получил. 9-я и 10-я трехминутки. Рико продолжает забирать поединок за счет объема проделанной работы. По кардио показывает что-то невероятное, не сбавлял темпа абсолютно. Количеством превосходил Усика. Но в концовке 10-го Усик несколько раз донес плотные удары точно в челюсть. Это был такой мимолетный Усик в прайме. 11-й раунд, и тут уже Александр включился на полную, понимая, что отдает бой по очкам, пошел вперед на все деньги, стал перебивать так, как все ожидали еще в первых раундах. Рико много пропускал, отправился в нокдаун после апперкота, но сумел подняться, и тут же Усик вновь обрушил град ударов. Рико потерян, но на ногах, звучит гонг, но вместо того, чтобы бойцы отправились на перерыв, рефери сигнализирует об остановке боя и зафиксировал победу нокаутом от Усика. И честно, это полный бред. Таких ужасных остановок мир единоборства еще не видел. Усика буквально спасли от поражения. Дело в том, что нокдаун в 11-м раунде и даже в теории потенциальный нокдаун в 12-м раунде ему вполне могли бы не помочь одержать победу решением. Ужасная остановка от рефери. Верхувен был в одном шаге от исторического апсета.
И уже когда я доделывал обзор, появились карточки судей, и даже там все было максимально удивительно, потому что двое судей к 11-му раунду оценили поединок 95-95, то есть на их карточках была ничья. Поэтому да, эти нокдауны помогли бы одержать Усику победы, но к этим оценкам вопросов не меньше, чем к остановке рефери. Заряжайте лайк, пишите, удивлены ли вы, как сложился поединок, и переходите в телеграм-канал Калугин ММА смотреть, что сказали бойцы после своего выступления. Да и вообще, чтобы всегда быть в курсе всех боевых движух, ссылочка в описании. QR-код на экране, буду ждать каждого. Пока-пока.